Всем привет! Уже прошло пару недель, как знаменитая компания Samsung представила без преувеличения долгожданный смартфон Galaxy M53 5G. Но стоит отметить, что до сих пор компания не указала дату начала продаж. Но все изменилось буквально на днях. Смартфон был представлен в Индии, при этом компания подтвердила, что он поступит в продажу во всем мире именно 29 апреля. Напоминаю, данная линейка среднебюджетных смартфонов Samsung появилась в 2019 году. Модельный ряд отличается хорошим запасом автономности, менее производительными процессорами, стандартным объемом оперативной памяти и все. Но не в этот раз. Есть очень много изменений. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy M53 5G это AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма, процессор Dimensity 900, основная камера на 108 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч, операционная система Android 12 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, смартфон Samsung Galaxy M53 5G будет доступен в нескольких цветовых вариантах. От себя отмечу коричневый, синий и зеленый. Galaxy M53 стоит $315 за версию 6 ГБ оперативной памяти и $340 за версию 8 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy M53 оснащен отличным AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, с частотой обновления 120 Гц. Для многих людей технология экрана это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого экрана цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. У верхней кромки экрана есть вырез, в котором нашла свое место 32-мегапиксельная фронтальная камера. А вот сердцем смартфона является однокристальная система Dimensity 900. Ключевым элементом системы служит 8-ядерный процессор, состоящий из двух ядер Cortex A78 с тактовой частотой 2,4 и 6 ядер Cortex A55, работающих на частоте 2,0 ГГц. Контроллер памяти поддерживает LPDDR5 и UFS 3.1. Конфигурация также включает графический процессор Mali G68MC4 и процессор искусственного интеллекта третьего поколения. По словам Mediatek, он характеризуется чрезвычайно высокой энергетической эффективностью и поддержкой широкого спектра приложений искусственного интеллекта. Телефон получил слот для карт памяти microSD, что немаловажно. Объем флеш-памяти составляет 128 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Объем оперативной памяти 6,8 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания, что очень круто. Модуль основной камеры возглавляет сенсор с разрешением 108 мегапикселей, диафрагма f1.8 и фазовым автофокусом. Другие три сенсора это ширик с разрешением 8 мегапикселей, вспомогательный датчик глубины и 2-мегапиксельная макрокамера. Набор достаточно
неплохой. Galaxy M53 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Мгновенно можно зарядить свой Galaxy с помощью супер быстрой зарядки мощностью 25 Вт и повысить общую производительность аккумулятора с адаптивным энергосбережением. Также напоминаю, что в смартфоне имеется функция Game Booster, которая отслеживает ваши игровые шаблоны для оптимизации времени автономной работы, температуры и памяти вашего устройства, а также блокирует фоновые действия и уведомления, чтобы вы не теряли концентрацию. Телефон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Новый интерфейс уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где использовались ваша камера и микрофон. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Samsung выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. Конечно же, самая большая серия, самая востребованная серия — это серия А. А53, А33 и так далее. Почему серия М была востребована ранее? Почему? Потому что данная серия всегда получала очень емкий аккумулятор. Сейчас, как вы видите, аккумулятор решили установить на 5000 мАч. Большой ли это показатель? Нет. Но стоит отметить, что тут установлен энергоэффективный процессор Dimensity 900. Так вот, 5000 мАч батарея есть практически во всех смартфонах компании Xiaomi. И это не такой показатель, чтобы люди именно покупали M-серию. Не знаю, с чем это связано, почему производитель решил отойти имиджа долгожителя, то есть смартфон жил действительно очень и очень долго в предыдущем поколении. Сейчас на 5000 мАч, ну максимум 2 дня данный смартфон проживет. Ну максимум. Это хороший результат, на мой взгляд, ну такой себе. Потому что сейчас уже айфоны приближаются к показателю 5000 мАч. Samsung то же самое. Dimensity 900 это достаточно неплохой процессор. Самое главное, что он энергоэффективный. Он очень-очень экономит ваш аккумулятор. А вот камера основная на 108 мегапикселей заслуживает внимания. Вы должны понимать, что данная камера сделает достаточно неплохие фото. Конечно же, есть в данной камере объединение пикселей в один. Это не чистые 108 мегапикселей, то есть вы не будете фотографировать на 108 мегапикселей, но будем надеяться, что режим все-таки будет на 108 мегапикселей. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.